Всем привет, я Макс Бух, и это проект Хисторика. Сегодня я выезжаю в Баварию, на родину горных егерей. Итак, поехали. В конце января 2020 года на машине из Калининградской области через Польшу мы выехали на юг Германии. Первой ключевой точкой нашего маршрута стал альпийский городок Берchtesgaden на юго-востоке Германии. Мы с моим другом Вильгельмом приехали в Берchtesgaden и сейчас поднимаемся на Blaue Eishütte, место, где обучались горные егеря. В 1936 году на склоне горы Хохкальтер, что неподалеку от Берchtesgadена, была создана первая высокогорная школа для подготовки горных проводников вермахта. Называлась эта школа Blaue Eishütte или Хижина голубого льда. Стоит отметить, что здесь велась не просто горная подготовка, а именно высокогорное обучение с альпинистским уклоном, и проходили его не все горные егеря, а только единицы, которые впоследствии должны были стать элитой в своих частях. Первая часть маршрута пролегала по очень живописной тропе и была довольно легкой и комфортной. Немного выше мы встретили хранителя этих мест и один из символов горных войск – горного козла. Дальше тропы не было, а был только покрытый снегом довольно крутой склон. Мы немного не дошли до вершины, до Blaue Eishütte, потому что снег очень глубокий, сырой и проваливаешься по пояс. И сейчас мы пойдем вниз, потому что скоро начнет темнеть, и нам нужно успеть спуститься. Blaue Eishütte вон совсем недалеко за нашими спинами. Мы совсем немножко не дошли. Из Берchtesgadena мы направились в соседний городок Бад Райхенхаль. Моей главной целью в Бад Райхенхале стали казармы горных егерей, построенные в 1937 году, в которых располагались части 100-го горно-егерского полка и 79-го горно-артиллерийского полка. Сегодня казармы называются Hochstaufen казармы, и их занимают части 23-й горно-егерской бригады и 231-го горно-егерского батальона Бундесвера. Во время войны северная часть казарм носила название Маккензен казарна, а южная Риттер фон Тутчик казарна. Мы в Бад Райхенхале, за моей спиной казармы горных егерей разных полков первой дивизии и не только. И как видно, там вот на фасаде рисунок, и нарисованы горные егеря в униформе вермахта и орел орла вместо свастики Эдельвейс. После войны убрали символы и заменили их на более лояльные, более подходящие. Улица, на которой находится главный въезд в казармы,
изначально называлась Коль-Дилана-штрассе в честь одноименной горы, которая находится в Доломитовых Альпах, где в 1916 году сражался немецкий альпийский корпус. Из Бад Рахенхаля наш путь пролегал на запад через живописные альпийские хребты, речки и озера в маленький горный городок Миттенвальд. Из Бад Рахенхаля я приехал в Миттенвальд к горно-егерским казармам, в которых квартировался 98-й горно-егерский полк и некоторые другие подразделения. И за мной памятник Мулу. Точнее, вьючным животным, которые помогали горным егерям переносить грузы, оружие, амуницию, продовольствие и так далее в горах. И за ним открывается вид на Альпы. А вот там вот за мной находятся сами казармы. И сейчас мы попробуем к ним подойти. Снимать там, конечно же, запрещено, потому что это действующая военная часть, в которой квартируются современные горные егеря. Но мы попробуем. В этих казармах квартировались части 98-го горно-егерского полка 1-й горной дивизии, а сегодня здесь располагается 233-й горно-егерский батальон Бундесвера. Сегодня главный въезд на территорию казарм находится с другой стороны, со стороны памятника Мулу, а раньше вход располагался со стороны горы. Сейчас мы подойдем именно к старому входу, где сохранились караульные будки егерей 98-го горного полка, и попробуем заглянуть за забор. Сам Миттенвальд представляет из себя очень уютный маленький горный городок, к которому вплотную примыкают Альпы. Из Миттенвальда направимся в соседний Гармиш-Партенкирхен. Первой достопримечательностью Гармиш-Партенкирхена, которую я посетил, стал Олимпийский стадион города, в котором в 1936 году прошла зимняя Олимпиада. Зимой 1940-41 годов здесь могла пройти очередная зимняя Олимпиада, но из-за начала Второй мировой войны ее отменили. И вместо нее прошли соревнования по зимним видам спорта, на которые были приглашены лояльные Германии страны. Wir drinnen entfliehen der Märkte Geschrei, entfliehen der Geißel der Mauer, denn hier nur da sind wir frei. In
Здесь проводились соревнования по горнолыжному спорту, по лыжам, прыжки с трамплина, а также гонки военных патрулей, предшественнику современного биатлона. Gefährten stehen im Kreis. Es weht der Atem des Feuers und Herzen brennen so heiß. Wir leben unter der Sonne, wir liegen hier einsam im Feld. Активное участие в соревнованиях принимали горные егеря. Scheine flammende Welt. In diesem Land. Кроме Олимпийского стадиона в Гармиш-Партенкирхене также расположены и горно-егерские казармы, в которых располагались части 99-го горно-егерского полка. Am Feuer klingen die Lieder für ein Эти казармы были построены в 1937 году и изначально носили название Крафт фон Дельмензинген казерны. Сегодня на территории казарм расположен Европейский центр исследования безопасности имени Джорджа Маршалла, подчиненный Министерству обороны США, а также дом отдыха для военнослужащих НАТО. Этот центр по исследованию безопасности стал преемником так называемого Русского института армии США, действовавшего в годы Холодной войны, который готовил специалистов для работы с Советским Союзом, таких как военные атташе. Там изучали русский язык, географию, политику, социологию и так далее. Но фактически это была разведшкола. На фоне казарм возвышается красивейшая гора Цукшпице высотой 2964 метра. Из Гармиш-Партенкирхена мы направляемся в не менее интересный и насыщенный город Зондхофен. Моя следующая остановка Зондхофен и казармы 79-го горного артиллерийского полка и 99-го горно-егерского полка. За моей спиной находится вход в те самые казармы горных егерей. Эти казармы были построены в 1936 году и получили название Егер-казерны, которое сохранилось и по сей день. Сейчас в казармах располагается учебная часть Бундесвера. In finstere Zeit sind wir vereint, durch fernes Land wir ziehen. В Зондхофене есть не только казармы горных егерей, но еще один из 3 орденсбургов. Это школа для подготовки партийных деятелей для немецкой нацистской партии. Очень живописная местность. Земля Верхний Альгой, Бавария. Город Зондхофен. И один из 3 орденсбургов. Орденсбург был построен в 1934 году. А в 1937 году здесь была расположена одна из 12 школ Адольфа Гитлера, так называемая Адольф Гитлер Шуле, в которой подготавливали партийных деятелей для национал-социалистической партии Германии. В 1938 году школа насчитывала 600 учеников, а в 1941 уже 1500. В последний год войны на территории Орденсбурга находился госпиталь. Сегодня здесь расположены казармы Бундесвера. Неподалеку от Орденсбурга расположено немецкое военное кладбище, на котором похоронены солдаты, погибшие в самом конце войны на территории Баварии. Der toten Mannen folget uns, der härtestes Droh. Я приехал к одной из главных целей моего путешествия. Это музей горных войск, который расположен в действующих казармах в городе Зондхофен. И казарма называется Грюнтен казерна. Обзор этого музея я дам в отдельном ролике, а сейчас попробуем зайти внутрь казармы.
Один из корпусов был вынесен за территорию части, и сегодня там располагается общежитие для семей военных, и вход туда открыт, чем я с удовольствием и воспользуюсь. Далее из Зондхофена направимся в город Фюссен. Я приехал в город Фюссен, к казармам горных егерей, и, к своему удивлению, обнаружил рядом с казармами ресторан, который называется Haus der Gebirgsjäger, дом горных егерей. Рассмотрим казармы горных егерей поближе. Как мы видим, егеря продолжают свои традиции, и на фасад одной из казарм нанесен рисунок с изображением горного егеря в форме вермахта. В бергмюце, в горной кепке, кителе с нагрудным орлом, у которого замазана свастика, с ледорубом в руках и винтовкой за спиной. К забору прикреплена табличка с упоминанием частей, которые здесь квартировались. Казармы были построены в 1936 году и носили название Граф Ботмер казерны. В них располагались части 99-го горно-егерского полка. После войны здесь стояли американские части, а с 1958 года казармы были заняты войсками Бундесвера. С 1965 по 1995 годы казармы носили имя первого командира полка, генерал-оберста Эдуарда Дитля, но с 1995 года были переименованы в Альгой казерны. Далее направимся на север в город Кемптон. Наконец я прибыл в город Кемптон, в конечный пункт моего путешествия. Данные казармы были построены в 1937 году и во время войны носили название Шарнхорст казерны. Здесь располагался дивизион 27-го артиллерийского полка 27-й пехотной дивизии, который в 1940 году стал основой для 94-го горного артиллерийского полка 4-й горной дивизии. Путешествие подошло к концу, мы в Берлине, и за моей спиной ночной Рейхстаг. С вами был Макс Бух и проект Историка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этом все. Пока. Прохожу я мимо территории бывшего русского института армии США, что в городе Гармиш-Партенкирхен, поворачиваю голову и вижу русский УАЗик с немецкими номерами. Не успеваю удивиться, как вижу Соболь, и тоже с немецкими номерами. Иду в машину, очень удивленный, и что бы вы думали, я там вижу, передо мной стоит Нива с немецкими номерами и наклейкой Made in Russia. Бавария, Гармиш-Партенкирхен, зима 2020 года.